Наводнение в Кабо-Верде смыло целые кварталы, в Индонезии произошло мощное землетрясение, а в Черногории и Греции горят тысячи гектаров лесов. Что еще потрясло мир за последние сутки? Прямо сейчас, в выпуске «Горизонт событий». Здравствуйте, друзья! И сразу начнем с Кабо-Верде, где шторм Эрин вызвал разрушительное наводнение на острове Сан-Висенте. По данным Национального института метеорологии и геофизики Кабо-Верде, в ночь с 10 на 11 августа на острове Сан-Висенте за 5 часов выпало 192,3 мм осадков. Такие интенсивные дожди, вызванные внешними полосами тропического шторма Эрин, спровоцировали внезапное наводнение и привели к трагическим последствиям. По предварительным данным, погибло 7 человек, из них 4 – дети, еще несколько числятся пропавшими. Наводнения затопили жилые районы, коммерческие здания и дороги, заблокированные обломками и деревьями после сильного ветра. Множество автомобилей оказались повреждены или унесены потоками воды. В ряде районов Сан-Висенте зафиксированы перебои с электроснабжением. Правительство Кабо-Верде объявило двухдневный национальный траур и состояние бедствия на островах Сан-Висенте и Санту-Антау. Тропический шторм Эрин официально сформировался 11 августа, примерно в 455 километров к западу-северо-западу от островов Кабо-Верде, став пятой названной системой сезона ураганов в Атлантике 2025 года. По данным Национального ураганного центра США, на момент формирования максимальная скорость ветра составляла 75 км в час. Шторм движется на запад со скоростью около 35 км в час, и ожидается, что в ближайшие дни он усилится до урагана. Серьезное столкновение поезда с фургоном произошло на охраняемом железнодорожном переезде в Воле-Филипповска, примерно в 30 километров от польского Кракова. Согласно данным полиции Малопольского воеводства, водитель фургона Opel попытался проскочить переезд, несмотря на загоревшиеся красные сигналы и опускающиеся шлагбаумы. Однако, оказавшись на путях с опущенными шлагбаумами, не смог быстро оценить сложившуюся обстановку. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Свиноujście-Краков, на высокой скорости врезался в заднюю часть фургона, отбросив его в кювет. Удивительно, но водитель не пострадал, отделавшись испугом. Полиция Малопольского воеводства проводит расследование под надзором прокуратуры, чтобы установить точные обстоятельства инцидента. Предварительно, причиной аварии называют нарушение водителем правил переезда. Черногория охвачена серией разрушительных лесных пожаров, которые подбираются к популярным туристическим зонам Адриатического побережья, включая районы Будвы, Тивата и Улценя. Сильные ветры, высокие температуры и засуха способствуют быстрому распространению огня, угрожающего жилым домам, инфраструктуре и природным заповедникам. По данным Министерства внутренних дел Черногории, активные очаги пожаров зафиксированы в 6 муниципалитетах, включая Подгорицу, Будву, Бар, Никшич, Шавник и Биелополе. Огонь охватил тысячи гектаров лесов, сельскохозяйственных угодий и низкорослой растительности, создавая серьезную угрозу для туристических зон и местных жителей. Пожары в районе Чемовска-Поле и других пригородах столицы уничтожили уже несколько домов. Под угрозой находятся дома в районе Будвы и на полуострове Луштица. В Тивате огонь несет угрозу пляжам и курортным комплексам. Десятки туристов и местных жителей были эвакуированы из районов Резевичи, Дурашевичи, Тивата и Герцег-Нови. Власти сообщают о временном закрытии некоторых пляжей и курортов. Несколько населенных пунктов, включая пригороды Подгорицы, остались без электричества из-за повреждения линий электропередач. В некоторых районах, таких как Бар и Улцень, также нарушено водоснабжение. Правительство Черногории объявило чрезвычайное положение и обратилось за помощью к международному сообществу. Сербия уже откликнулась на призыв, направив 2 вертолета К-32. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными такие события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе.
В Тульской области пассажирский поезд снес грузовик на переезде. Сообщается, что обошлось без пострадавших, водитель успел выскочить из автомобиля. ЧП произошло около станции Мордвес в Виневском районе. Машинист поезда Москва и Меретинский курорт применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Схода вагонов не было, и спустя приблизительно 2,5 часа состав продолжил движение. Почему автомобиль оказался на путях, теперь выясняют следователи. Вулкан Марапи, один из самых активных вулканов Индонезии, расположенный на острове Суматра, утром 12 августа произвел 2 извержения в течение часа. По данным местных властей и наблюдательного пункта вулкана Марапи в Букитинге, вулкан выбросил столб пепла и газа на высоту 1600 метров над кратером или около 4,5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении. Выпадение пепла зарегистрировано в городах Букитинге и Паданг-Панджанг. Центр вулканологии и смягчения геологических угроз Индонезии установил для вулкана Марапи 3-й уровень опасности, рекомендовав жителям и туристам избегать зоны в радиусе 3 км от кратера и быть готовыми к возможной эвакуации в случае усиления активности вулкана. Землетрясение магнитуды 6,3 произошло 12 августа в округе Сарми в индонезийской провинции Папуа. Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к юго-востоку от города Сарми на глубине 38 километров. Толчки ощущались как очень сильные, 6 баллов по шкале Меркалли. В течение нескольких часов после основного толчка зафиксировано 4 афтершока магнитудой до 4,1. Эти толчки, хотя и были менее интенсивные, усилили обеспокоенность жителей. О пострадавших или погибших не сообщается. Однако местные власти настоятельно рекомендуют жителям проверить здания на предмет скрытых повреждений, таких как трещины в стенах или фундаменте, особенно в старых постройках. В Вологодской области вечером удалось заснять яркий метеор, который за 25 секунд пересек небо над северной частью горизонта. Это необычно долго для метеоров и болидов. Но скорость слишком высокая для ракет или космического мусора. Данный объект был виден в небе в радиусе 700 километров. Астрономы из Московского планетария и Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук начали сбор данных для анализа траектории метеора. По предварительным данным, объект мог быть частью метеорного потока Персеиды, который достигает пика активности 12-13 августа и известен яркими метеорами, производящими до 100 вспышек в час. В понедельник в районе холма Бабханбай, расположенного вблизи города Хазарибаг в индийском штате Джаркханд, произошел мощный оползень, вызванный продолжительными муссонными дождями. Сильные осадки, продолжавшиеся несколько дней, размыли склон холма, что привело к обрушению его значительного участка. Сотни тонн земли, камней и обломков обрушились вниз, перекрыв часть близлежащих троп и дорог. Оползень также повредил сельскохозяйственные угодья в окрестностях, но обошлось без пострадавших. Полиция перекрыла доступ к зоне обрушения, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Геологические службы и команды спасателей из государственных сил реагирования на стихийные бедствия начали оценку устойчивости холма, чтобы определить риск дальнейших обрушений. Греция продолжает бороться с серией мощных лесных пожаров, охвативших остров Хиос и регион Ахая. На острове Хиос, расположенном в Эгейском море, утром 12 августа начался мощный лесной пожар, который быстро вышел из-под контроля из-за сильного ветра. Огонь распространяется в районе Валесоса, двигаясь к побережью, что представляет серьезную угрозу для местных жителей и туристов. Пожар уже охватил значительные площади сосновых лесов и низкорослой растительности, угрожая деревням Фита, Кипуриес, Диевха, Сидерунтас и Катаватис.
Береговая охрана Греции начала эвакуацию жителей и туристов. На острове работают десятки пожарных, их с воздуха поддерживает авиация. Однако сложный рельеф и погодные условия затрудняют локализацию огня. В регионе Ахайя, в районе города Патры, распространяется еще один лесной пожар. Начался он во Флагерайке 12 августа и быстро усилился, подгоняемый ветром. Огонь охватил районы Майрайка, Палея Перестера, Хайкали, Агиас Стефанос и Тириана, угрожая жилым зонам и промышленной зоне Випи-Патры. По данным местных властей, 3 человека пострадали, а один из них получил легкие ожоги. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их состояние стабильное. Огонь повредил сельскохозяйственные угодья, несколько домов и инфраструктуру. Пожар угрожает также природным зонам Ахайя, лесным массивам, которые являются домом для множества видов флоры и фауны. В ликвидации пожара задействованы 78 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета. Ведется эвакуация жителей в пункты временного размещения. Мощное внезапное наводнение, вызванное сильными ливнями, обрушилось вчера на район Гаджал-Гульмат в долине Хунза, в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан. Интенсивные осадки привели к переполнению местных водоемов и формированию бурных потоков в районе Гаджал-Гульмат. Стремительные потоки воды, смешанные с грязью и обломками, хлынули через населенные пункты, нанеся значительный ущерб инфраструктуре. Ключевой участок Каракарумского шоссе, соединяющего Пакистан с Китаем и являющегося частью стратегического экономического коридора, был заблокирован грязевыми потоками и обломками. Это вызвало серьезные перебои в движении. Несколько домов в районе Гаджал-Гульмат были разрушены или серьезно повреждены. Сообщается о затоплении сельскохозяйственных угодий и повреждении имущества местных жителей. Данных о погибших или пострадавших нет. Однако десятки жителей были вынуждены спешно покинуть свои дома. Власти провинции Гилгит-Балтистан и местные спасательные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Ведется поиск людей, которые могли быть отрезаны от дорог. Утром 12 августа над акваторией Ладожского озера поднялись 3 водяных смерча. Местные жители и туристы, находившиеся на берегу в районе деревни Кириково, успели запечатлеть явления на видео, которые быстро распространились в социальных сетях. Как отмечают специалисты, водяные смерчи – редкое явление для региона, но в последние недели подобные события фиксировались в окрестностях Санкт-Петербурга неоднократно. По данным метеорологов, их возникновение связано с нестабильной погодной обстановкой, вызванной столкновением теплых и холодных воздушных масс над озером. Помимо смерчей, в районе наблюдались сильные осадки. В самом Санкт-Петербурге утром прошел мощный ливень, сопровождавшийся градом размером с вишню. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в результате смерчей и града не поступало. Однако местные власти и службы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем вам рассказать.